Начинаем мы, друзья, с вами обзор на Keychron. В общем, я его сегодня снимаю на стриме, рассказываю, показываю, учитывая свой опыт, наверное, на протяжении 2 месяцев использования вот этой хреновины. 2 месяца я ей пользуюсь, с незавидной периодичностью, но все равно. Я ее тыкаю время от времени, и мне есть что сказать. Ну, забегая вперед, я скажу честно, что это очень слабая клавиатура, и я никому не рекомендую ее покупать. Я не понимаю обзорщиков, которые хвалят ее, потому что хвалить ее практически не за что. У меня есть только один плюс, о котором я сегодня скажу. Короче, ладно, друзья, двигаемся. В общем, смотрите, стоит эта штука 7000 рублей. Условно, 7000. На AliExpress ее продают по 12, плюс по 13 тысяч кто-то. У нее есть RGB подсветка, беспроводное подключение, только Bluetooth, low profile свечи, low profile кейкапы, low profile корпус. Все, в общем, low profile. Начнем мы, друзья, с коробки. Вот коробка. Вот задняя часть, все описание. У нас получается low profile свечи, компактный дизайн, двойное подключение к Mac и к ПК, QMK VIA. Она проводная и беспроводная. У нее коннект к 3 девайсам, у нее продолжительность невероятное времени работы и еще light эффекты, то есть подсветка. Комплект этой клавиатуры невероятно скуден. То есть здесь, здесь вообще ничего не лежит, ничего интересного здесь точно не лежит. Ну, я вам сейчас все это покажу. Это неважная часть абсолютно. Это также, наверное, неважная часть, потому что никто все равно не читает, не открывает эти бумажки. Единственное, наверное, с чем может ознакомиться потенциальный потребитель и человек, который купит ее, это вот с этим Quick Start Guide. Все. Больше ни с чем. Но, опять же, тут все очень просто и можно быстро разобраться. У нас в комплекте лежит вот такой кабель для подключения в приятной тканевой оплетке. Кстати, кабель достаточно достойный, и это не кабель от того же Ardora. У Ardora кабель послабее будет. У нас есть пуллер для свечей, и у нас есть, получается, пуллер для кейкапов. Все, пуллер, конечно, для кейкапов отвратительный, кустарный, плохой, но имеем, что имеем, учитывая, что клава стоит 70 или 80 баксов. Это неудивительно. Также комплект дополнительных свечей, друзья. Вот лежит с этой клавиатурой. Наверное, для кого-то эта информация была безумно ценной, поэтому мы двигаемся дальше. Я, честно говоря, долго про нее рассказывать ничего не хочу, потому что она не вызывает у меня никаких положительных эмоций. Мне кажется, что это плохая история, которая к покупке мной не рекомендуется точно. Друзья, сзади у нас ножки для того, чтобы клавиатуру регулировать на столе. Получается раз уровень, 2 уровень. И ножки для того, чтобы ее фиксировать на столе. Качество исполнения ножек достаточно высокое, то есть ножки неплохие, все хорошо. К ним у меня предъяв нет точно никаких, хорошие ножки. Что касается корпуса, сзади у нас пластиковая часть, сверху у нас, даже не сверху, а весь корпус закрывает алюминиевая рамка. Вот если я буду крутить клавиатуру, то все, что вы видите, это алюминиевая рамка. Сзади у нас получается Type-C разъем, где ты, вот ты, и еще переключатель между Mac и Windows и включение-выключение клавиатуры. У клавиатуры 2 режима, Bluetooth и проводной режим. Радиоканала здесь нету. Это не Nupfi, это скорее вот Lofri как раз. Выдал, да, базу? Сзади у нас шумоизоляции нет никакой, поэтому вы слышите глухой и пустой звук. Это плохо. Можно было засунуть сюда шумоизоляцию. Конечно бы ей это своего рода благородство совсем немного, но добавило. Общее качество исполнения, это ужас абсолютный. Мне часто, кстати, пишут о том, что вот не надо ничего скручивать, ты идиот, что у тебя какие-то проблемы с агрессией и так далее, и так далее. Но, ребят, мне кажется, что именно вот так вот можно вот хотя бы проверить качество исполнения. Клавиатура гнется просто катастрофически, вот просто нереально. Nupfi новая так не гнется, Lofri тоже не гнется, Lofri металлическая. Но при всем при этом она особо не поскрипывает, то есть материалы, наверное, из которых она сделана, они не самого низкого качества, просто сборка так себе. Вся передняя лицевая панель это у нас алюминий. Опять же, здесь я уже все сказал, ничего нового, просто алюминий. Кейкапы это PBT пластик. Из 3 клавиатур, которые я снимал, это Lofri Flow, это Nupfi и вот эта хреновина, кейкапы здесь самого-самого низкого качества. Я, наверное, начну сразу с пробела, друзья. На прошлом стриме я его банально сломал. Вот здесь вот вы можете видеть. Вот вы видите, я не буду его доламывать, я просто сделал вот так, я ее крутил, чуть надавил, и все, пробел сломался. Смотрите, вот кейкап, вот пробел. Стенки достаточно толстые, качество исполнения окей. Вопросов серьезных и больших у меня нету к этим кейкапам.
Опять же, стенки толстые, качество исполнения окей. Если я начинаю его вот так вот сжимать, то он выдерживает. Мои 700-килограммовые нажатия он держит с завидной незаурядностью. Но я отметил следующее, что если вы тянете за кейкап, то часто вы можете достать его из клавиатуры вместе с свитчом. Про свитчи сейчас чуть попозже скажу. Что касается покрытия этих кейкапов, оно достаточно гладкое, то есть по нему палец нормально скользит, и, если честно, они дешево не ощущаются. Ты когда именно пользуешься, условно нажимаешь на них, то вопросов к ним нет никаких абсолютно, друзья. Здесь нету плейта как такового, то есть если мы, например, берем клавиатуры от Lofre, да, или мы берем клавиатуру Nupfia, то там есть какой-то плейт условный. Здесь плейта нету. Плейт — это вот эта вот алюминиевая накладка, которая вот на верхней части, и которая по бокам и так далее. Она одна целая, единая. И между печатной платой и плейтом вот этим вот неофициальным нету никакой шумоизоляции. Вот здесь вот нет шумоизоляции. Вообще никакой. Давай, вот сейчас попробую поближе поднести, показать вам. Здесь ее нет. Нет шумоизоляции. Пустота. И вы можете видеть, друзья, если вы присмотритесь, то за печатной платой тоже пустота, тоже шумоизоляции никакой нету. Вообще. Тоже пустота. Все. То есть клавиатура полностью пустая. Шумки вообще нигде нету никакой. И это, ну, это грустно, конечно. Это реально грустно, потому что хочется увидеть хоть что-то хорошее, но в ней хорошего ничего нету. Ребят, что касается свитчей, это обычные гатероны. Просто обычные красные гатероны. Смотрите, вот он. Красный обычный гатерон. Демонстрация. Не знаю, насколько эта информация вам важна. Надо его показать, наверное, покрутить в руках. Low Profile Gateron Switch. Не смазанный, насколько... Ну, он не смазан. Он реально не смазан абсолютно. То есть звук у него такой посредственный. Он песочит немножко, звучит так себе. Ну, в общем, ничего выдающегося. Но если вы начнете печатать на этой клавиатуре, вы можете ко мне в шорты зайти, посмотреть звук, расстроиться, безусловно. Но если вы начнете печатать, то вы услышите вот это. Ну, плохо она звучит, объективно плохо. Стабилизаторы здесь смазаны, безусловно, если вы присмотритесь, то можно увидеть, что на пробеле есть смазка. Хотя, если честно, я сам издалека этого не вижу, потому что смазки настолько мало, что, чтобы увидеть ее, надо очень близко подносить к камере клавиатуру. Прям очень близко. Но ее, опять же, ничтожно мало, друзья, поэтому не надейтесь на что-то невероятное. Звук у этих самых стабилизаторов наипоганейший, наиотвратительнейший. Я хуже лоу-профайла не слышал и не видел никогда. Вообще в своей жизни. То есть это прям король среди лоу-профайлов, только с обратной стороны. Чего забегать далеко? Смотрите. Стабилизаторы ужасно звучат. Просто отвратительно. Из минусов все. Из плюсов только QMK VIA. Если для кого-то RGB подсветка это плюс, то да, это плюс для вас. Аккумулятор маленький, здесь менее 2000 мА, поэтому она работает недолго. Если вы эту RGB подрубите, то не рассчитывайте, что она у вас будет даже неделю, наверное, жить. То есть совсем мало будет жить. Звук такой, что печатать на ней неприятно. Она удовольствие от печати не вызывает, не доставляет никакого удовольствия, никакого кайфа, вообще ничего. Я вот искренне вам не рекомендую ее покупать. Плохо, все. Покупать ни в коем случае не рекомендую. Спасайте ваши деньги, вот это вам не нужно, потому что безэмоциональное устройство, которое будет только расстраивать. Хотя грусть тоже эмоции, значит нет. Устройство, которое дает только негативные эмоции. Друзья, в общем, давайте сейчас по поводу Magic Keyboard. Эта клавиатура во всем лучше, чем вот эта клавиатура, объективно. И вообще, наверное, это одна из самых моих любимых клавиатур, и большую часть времени я работаю именно с ней. Но поскольку я пользуюсь Mac'ом, естественно, я печатаю на Mac'е. И вот, кстати, по поводу Mac'а и стандартной клавы я сегодня хочу сказать. Во-первых, весит вот эта штука, наверное, грамм 10, если не больше. Короче, ребят, вот по моему мнению, это, наверное, одна из лучших клавиатур, low profile, по моему мнению. Это вообще одна из лучших клавиатур. Просто она работает, мне кажется, вечность. У меня Magic Keyboard
Keyboard, который был с iMac, проработал месяца 4, наверное. Я просто охренел. 4 месяца. И я его не заряжал, зарядил потом перед продажей. Да, она вечная, она просто вечная. Она безумно легкая, ее просто вот закинул куда хочешь, перенес, она выполняет все функции, она приятная, она качественная, включается и выключается она вот буквально одним вот таким одним тумблером, больше ничего нету, сплошной минимализм, ощущение, что держишь в руках произведение искусства, скажем так. Задняя часть яблочной клавиатуры, она из глянцевого пластика такого, и он затирается и царапается буквально за секунду. То есть, если вы ее подержали на столе полдня, вот как-то чуть-чуть совсем подвигали, то все, это конец, это жопа, это все будет царапано. Конечно, выглядит это максимально неэстетично, но, кстати, я отмечу, что у меня была клавиатура с Touch ID, и задняя часть была не из глянцевого пластика, она была какая-то прорезиненная. Вот хрен его знает, вот вроде да, но опять же вот стандартная история вот такая, и это все очень-очень быстро затирается, естественно, ну сзади у нас, ребят, только вот эти ножки, фиксится она на столе не очень, она по нему перемещается, вот если вот мы поставим кейкрон на стол, вы видите в зеркале, и он практически не двигается. Если поставить сюда яблочную клаву, наверное, опять же за счет веса, то есть она очень легко перемещается, эти ножки ни хрена не дают. Качество исполнения, вот она тонкая, она маленькая, вы посмотрите на нее. Она реально вот практически, она чуть прогибается, естественно, чуть ходит, но, понятное дело, никаких скрипов, никаких звуков, вообще ничего нету. Это просто конвертик, это бумажечка какая-то, ты ее положил там в рюкзак куда-нибудь, ты вообще забыл про нее. Никаких выступов, ничего нету, но стрёмная задняя сторона, которая быстро затирается. Вот эта клава на Маке, здесь же получается тоже клавиатура яблочная, она реально приятнее звучит. Намного приятнее звучит клавиатура Apple на Маке, чем клавиатура Apple, которая продается отдельно и не является одной частью из Мака. Потому что у Мака толщина, за счет этого, наверное, как раз и появляется больше такой более, скажем так, тихий, тугой, спокойный звук. Здесь же, например, все это трещит, шумит, звенит. И такого кайфа не доставляет. Но скорость печати на этой клавиатуре, она какая-то невероятная. То есть по ней, вот если ты начинаешь печатать, то пальцы летают по этой клаве просто, вот, я не знаю, вот это пушка. Вот на ней реально печатать удобнее, чем на Лофре. Вот если, опять же, мы выбираем клаву для печати, то Лофре хуже, чем Magic Keyboard. Вот именно для строгой, сухой печати. Здесь у вас все полетит. Просто вот так в космос. И в космос. В космос, отвечаю. Реально. Потому что расстояние между клавишами больше. У вас палец будет попадать туда, куда нужно. Она никак не отвлекает. Ты даже не отвлекаешься по факту на звук, не кайфуешь ни от чего. Это просто рабочий инструмент. Очень крутой, быстрый, $100 рабочий инструмент. И если честно, вот если выбирать между этой клавиатурой и там той же Nupfin, условно, да, вот Air 75 V2, я бы выбрал вот эту клавиатуру. С кейкроном, опять же, вот этим я даже сравнивать не хочу, потому что кейкрон во всем проигрывает, время работы меньше, нахрена мне RGB подсветка, Bluetooth здесь такой же, как и здесь, и радиоканала нету, поэтому преимуществ нет. В общем, я думаю, что, наверное, это вторая клавиатура после Lofre, которую я бы точно рекомендовал к покупке. Если как рабочую лошадку рассматривать, то, конечно, она даже лучше, чем Lofre. У Lofre тоже нет софта никакого, у этой клавиатуры нет софта. С яблоком она дружит лучше, потому что это яблочная клавиатура. То здесь вердикт следующий, это победители в мире low-profile клавиатуры, если вам нужен просто рабочий инструмент, а не кайф, не эмоции, не удовольствие от внешнего вида и всего остального. Ну, внешне, хотя она тоже круто смотрится, опять же, все металл, сзади вот этот пластик, конечно, ну, на него вы смотреть не будете, но металл, вот эти вот кнопки, в общем, все как-то здорово, приятно и так далее. Единственный минус, конечно, который можно предъявить, косяк предъява, единственный минус, который можно обозначить, это вот Lightning сзади. 2.0 USB, никакого Type-C, старый дерьмовый Lightning 2012 года. И если вы любите один кабель в мире, это Type-C, то, конечно, эта клавиатура не для вас, но я думаю, что Apple в ближайшем будущем пофиксит эту историю и все-таки сделают наконец-то Magic Keyboard и все девайсы с Type-C. Я очень-очень надеюсь. Ребят, ну вот и все.